Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами моим фирменным рецептом очень вкусного и красивого пирога с капустой. Готовлю его на очень простом дрожжевом тесте с сочной капустной начинкой с яйцами. Он вообще выглядит как каравай. Воздушнейшее, очень мягкое тесто и много-много начинки. Я готовила этот пирог именно так, как я люблю, чтобы теста было не так много, а очень много начинки. Как же это вкусно! Аромат просто потрясающий. Пирог смотрится очень эффектно. Я уверена, он украсит любой праздничный стол. И на день рождения, и на Новый год, и вообще на любой праздник. Для приготовления теста мне понадобится в теплом молоке разведу дрожжи. Сначала всыпаю сахар и всыпаю дрожжи. Перемешиваю. Оставлю постоять минут 5-7. В миску просеиваю муку. Добавляю соль. Перемешиваю. Дрожжи замечательно подошли, и только теперь можно продолжать делать тесто дальше. Вливаю дрожжи в муку. Добавляю яйцо. Яйцо должно быть комнатной температуры. Вообще все ингредиенты должны быть теплые. Замешиваю тесто. Добавляю растопленное сливочное масло. Муки для рецепта может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Мука везде разная. Поэтому смотрите по консистенции теста. У меня сейчас тесто получилось немного липковатым. Я добавлю сюда буквально граммов 20 муки. И перейду к замешиванию на столе. Буду вымешивать его примерно 7-8 минут, пока тесто не перестанет прилипать к столу и к рукам. Муку сюда я больше добавлять не буду. Хочу, чтобы тесто получилось очень нежным и воздушным. Посмотрите в итоге, какое тесто у меня получилось. Оно абсолютно отстает от стола и отстает от рук. Руки слегка смазываю растительным маслом. Беру чистую миску. Также смазываю растительным маслом. Подбираю тесто, подкатываю его в шар. Перекладываю в миску, закрываю его пленкой и отправляю на расстойку в теплое место примерно на 1 час. Мне надо, чтобы тесто увеличилось в объеме больше, чем в 2 раза. Обычно я ставлю миску в микроволновку, рядом ставлю стакан с горячей водой, закрываю дверцы микроволновки, и у меня получается такой теплый шкафчик. При этом, конечно, микроволновку я не включаю. Приготовлю капустную начинку, и для этого мне понадобится средними кубиками порежу репчатый лук. В крупной терке натру морковь. И также средними кусочками режу капусту. Я поставила разогреваться сковородку, наливаю растительное масло. В первую очередь отправляю обжариваться лук. Обжариваю до легкого золотистого цвета. Добавляю в сковородку морковь. Также слегка обжариваю, чтобы она стала мягче. И чтобы морковь проявила весь свой красивый цвет, добавляю немного сливочного масла. И капуста также получится более ароматная, со сливочным вкусом. Добавляю немного соли, черного перца и чайную ложку сушеного чеснока. Все специи, соль и перец добавляйте по своему вкусу. Морковь с луком обжарились, и теперь добавляю капусту. Сейчас ее кажется так много, но она, конечно, осядет. Сделаю огонь немного тише, перемешиваю. Капусту я не хочу обжаривать, а просто слегка притушить. Закрою крышкой и дам протушиться, чтобы капуста стала мягче. Периодически буду ее перемешивать. Сильно капусту я не перетушиваю. Я хочу, чтобы она оставалась такая достаточно еще хрустящая. Обязательно все попробуйте, чтобы хватало соли и перца. Добавлю еще немного соли и немного перца.
Всего капусту я тушу примерно минут 12-15. Конечно, если вы хотите, чтобы капуста была более проготовленная, можете тушить ее чуть дольше. Капуста готова, снимаю ее с плиты. Перекладываю в миску, чтобы быстрее остывала. И также в начинку я буду добавлять отваренные вкрутую яйца. Порежу их. Перемешиваю. Начинка готова. Надо дать ей остыть до комнатной температуры. Выпекать мой пирог я буду вот в такой круглой керамической форме. Она у меня кверху расширяется, диаметр ее составляет 28 сантиметров, а по дну она получается примерно 24 сантиметра. Я беру большой кусок пергаментной бумаги и хорошо его сомну. Таким образом, пергаментная бумага очень хорошо ляжет в форму, и пирог потом будет легко извлечь. Если вы не хотите использовать такую форму, можно формировать пирог просто на противне. Тесто просто великолепно подошло. Достаю его из миски и разделю примерно на 2 равные части. Каждую часть подкатаю в шар, и как раз тесто обминается. Прикрываю все пленкой и оставлю тесто отдохнуть буквально минут 5. Я взяла подготовленный мной заранее кусок пергаментной бумаги. Слегка его смазываю растительным маслом. Выкладываю один кусок теста. Сверху слегка подпыляю мукой и раскатываю его таким образом, чтобы тесто было больше, чем диаметр моей формы. Тесто переношу в форму. Как видите, у меня получились вот такие бортики. Кстати, толщина у меня получилась примерно 1 сантиметр. То есть у меня получится такой пирог, в котором много начинки и не так много теста. Капустная начинка у меня сейчас теплая, комнатной температуры. Начинка ни в коем случае не должна быть горячей. Выкладываю ее в форму. Хорошо все разровняла. И сейчас вот это тесто я немного подогну наверх начинки. Слегка его подтягиваю и буду формировать верх пирога. Рабочую поверхность подпыляю мукой. Выкладываю тесто, также подпыляю мукой и раскатываю. Я раскатываю в лепешку чуть меньшего размера, чем первая. Делаю в тесте надрезы. Я немного отступаю от центра и вот таким образом надрезаю тесто. У меня в центре получится такой как бы треугольник. Теперь я приподнимаю вот один кусочек теста и продеваю сюда второй. Вот таким образом. Захватываю следующий кусочек теста и протягиваю его. И так дальше. Приподнимаю и протягиваю. Чуть-чуть вытягиваю тесто. Самое главное, немного пользуйтесь мукой, чтобы вот эти полосочки не слипались. И получается вот такое плетение. Такая косичка. Такие же петельки я сделаю еще вот здесь, только поменьше. Как видите, все очень просто. Теперь я немного подрезаю тесто по кругу, так как оно у меня получается больше. И из этого теста сделаю еще небольшие украшения. Сейчас я его вот таким образом подкатываю в шар. А вот этот сформированный верх пирога я сейчас перенесу на форму. Аккуратно все выкладываю и подтягиваю. Немного теста подворачиваю вниз. Из кусочка теста, который я отрезала, я сделаю цветочек. Разделю тесто на 3 части. Раскатаю в круглую лепешку. Лепешку смазываю растительным маслом. Сверху выкладываю второй кусочек теста. Также смазываю растительным маслом. И выкладываю третий кусочек. Разрезаю на 8 частей. Получается 8 лепестков. Теперь каждый лепесток сверху я хорошо продавливаю деревянной палочкой и соединяю вот здесь край. Получается вот такой листик. Точно так же проделываю со всеми кусочками. В середине пирога я вот сделаю такой надрез и вставляю сюда лепестки. Вставляю 7 лепестков. И вот этот 8-й лепесток я просто вот таким образом подгибаю и вставляю в середину. Получается вот такой красивенный пирог.
Сверху я все накрываю пленкой и оставляю на расстойке примерно на 25-30 минут, чтобы тесто хорошо увеличилось в объеме. Посмотрите, как красиво поднялся пирог. И чтобы пирог красиво подрумянился, смажу его желтком и молоком. Серединку цветка я хочу выделить немного черным кунжутом. И здесь сам пирог слегка присыплю белым кунжутом. И теперь всю эту красоту я отправляю в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30-40 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Если я увижу, что верх пирога слишком сильно подпекается, я прикрою его фольгой. Пирог я достала из духовки. Посмотрите, какой красавец получился. Обязательно проверяем его готовность деревянной шпажкой или зубочисткой. Я проверяю в центре, там где у меня больше всего теста, и проверяю края. Сразу горячий пирог извлекаю из формы. И чтобы пирог получился блестящим и еще более вкусным, прямо горячий смажу сверху растопленным сливочным маслом. Оставляю пирог остывать. Я просто обожаю такие капустные пироги. Пирог получился бесподобный. Он такой вкусный. Легкое воздушное тесто и много вкуснейшей начинки. Обязательно его приготовьте и попробуйте. Я уверена, он всем понравится. А я желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!